Всем привет! Сегодня мы будем шить пуфик в виде зайчика. Для этого нам понадобятся вот такие детали. Деталь переда и зада, вот такие одинаковые две штучки. Высота 28 сантиметров, ширина 30 сантиметров. Эта деталь, вот она вот так выглядит. Она дана без припусков. Припуски мы будем добавлять уже когда вырезать. Вот, высота 28, низ 30 сантиметров. Также будут у нас ушки. Высота их 20 сантиметров. Вы можете, в принципе, сделать повыше, либо вообще без ушей делать. Таких деталей должно быть 4 штуки из ткани. Основная часть будет у нас вот такой прямоугольник. Ширина его будет 52 сантиметра, это уже будет с припуском, эта деталь. А вот эта вот сторона, она у нас будет равна, когда мы уже вырежем из ткани с припусками, мы измерим вот эту вот часть круглую и вот эту вот, в общем, обхват всей этой детали из ткани, которые уже с припусками. И еще будет плюс 2 сантиметра на припуске. И в итоге это будет наша деталь. Это где-то примерно около 110 сантиметров. Детали я уже подготовила. Еще говорю сразу, для этого пуфика нужен будет специальный наполнитель, который продается которыми наполняются кресла-мешки. Это пенопластовые такие шарики. Обычный наполнитель, скорее всего, не подойдет, так как пуфик не будет держать форму. И то даже с учетом того, что использовать будем вот этот специальный пенопластовый наполнитель, все равно придется со временем его досыпать, чтобы пуфик не терял форму, так как они внутри усядутся и пуфик немного уменьшится, как бы потеряет форму. В итоге надо будет еще донабить, и, скорее всего, периодически надо будет так и делать. Те, у кого есть кресла-мешки, это такую информацию знают. Наполнитель тут продается в специальных строительных магазинах, либо можно заказать там, где продают и шьют на заказ кресла-мешки. Они также продают наполнитель. Называется он, либо так и называется наполнитель для кресел-мешков, либо пенопластовые шарики. Можете ввести в своем регионе. Итак, как я уже сказала, детали я уже подготовила. Ткань берите обязательно поплотнее, либо дополнительно еще проклейте слоем флизелина, либо дублерина, который поплотнее, чтобы пуфик наш держал форму. Я буду использовать ткань DAC, она водоотталкивающая. Из такой ткани я уже шила стульчик, чехол на стульчик для кормления. Мне она очень нравится. Все детали, которые я вырезала, я заранее обработала на верлаке, так как у меня эта ткань, она очень сыпучая, очень сильно сыпалась. И вообще желательно все детали все-таки обработать, так как у нас еще внутри будет, то есть это получается будет как чехол. И внутри мы будем вставлять еще один, получается уже сам такой черновой пуфик, уже с наполнителем. Поэтому детали лучше обработать в самом начале. Итак, получается у нас две детали ушек. Ушки я вырезала с припусками на швы. Можете чуть-чуть увеличить, если вы хотите, как я уже говорила. Итак, 4 детали ушек. Вот такие вот у нас две передние детали. Как я уже говорила, мы измеряем полностью окружность, обхват нашей детали, чтобы легче было измерить. Складываем вот так вот ровненько вдвое. Вот таким вот образом аккуратно измеряем. Тут получается у меня 40,5 и внизу 16. Получается 56,5.
и умножаем на 2. Получается у нас 113. Конкретно у меня, у вас может быть немного другое значение в зависимости от размера припуска. У кого-то получается чуть-чуть больше, у кого-то чуть-чуть меньше. Поэтому обязательно измеряйте именно свою деталь. И плюс еще 2 сантиметра на припуске. Так как у нас вот по краям, получается, оно будет у нас вот здесь вот внизу, у нас будет еще молния, чтобы можно было стирать чехол и чтобы можно было наполнять, добавлять наполнитель. Так, вот такие у нас детальки тоже 2. И вот деталь у нас прямоугольника нашего. Такая вот длинная. Также по желанию можете украсить пуфик кантом. Будет смотреться красивее. Кант можно купить в любом швейном магазине. Либо, если нету, можно купить бейку, либо из ткани, купить шнур и вот такой вот сделать самостоятельно кант. Я отдельно специально для вас записала видео и добавлю в описании ссылку. Итак, кантом я буду обрабатывать вот эти вот детали, у нас круглые, только вот по вот этой круглой стороне. Кант берем, прикладываем вот таким вот образом, чтобы край был с краем. Можно хвостик вот тут вот оставить, буквально сантиметр. И пристрачиваем мы по этой линии. Пристрачивать будем лапкой для пришивания молнии. Ей проще, если нет, тогда можно и обычной пришивать. И пристрачиваем по закругленной стороне. Потом, когда у нас будет на лицевой стороне, будет вот такой красивый кант. Точно так же и вторую деталь. И еще дополнительно лучше вот здесь вот аккуратно так вот чуть-чуть подогнуть и прострочить, чтобы наш шнурок не вылазил. И с этой стороны точно так же. Отгибаем и чуть-чуть прострачиваем. В итоге у нас получаются вот такие детальки. По желанию, если хотите, можете по всему периметру кантовать. Итак, теперь можно приступить к ушкам. Это, наверное, самый сложный момент в изготовлении пуфика. Ушки я еще дополнительно проклеила слоем флизелина, чтобы они были поплотнее. Вы можете пристрочить слой синтепона. Ушки мы складываем лицом к лицу, вот таким вот образом, и скалываем булавками. Вот так. И прострачиваем вот здесь, на ширину лапки, либо на сантиметр. Я буду прострачивать на ширину лапки. Одну и вторую деталь. Если будете добавлять синтепон, еще под низ положите слой синтепона. Можно сразу не вырезать. Допустим, на квадратик синтепона наложили, прострочили, а потом обрезали лишний синтепон. Вот так вот получается. И выворачиваем на лицевую сторону. Аккуратненько расправляем и проглаживаем утюгом. Вот так вот получается. Теперь находим серединку. Вот так вот. И к этой серединке мы подгибаем наши края.
Теперь нам нужно закрепить и прострочить таким образом. Вот так вот, чтобы у нас, получается, вот эти вот края нужно пристрочить только к передней стороне, чтобы у нас вот здесь оставался такой кармашек. Вот так вот. Только вот к этой. Аккуратненько пристрачиваем. Пристрачиваем где-то на пару миллиметров. Только чтобы закрепить. Вот так вот получается. К передней части мы детали пристрочили. Второе ушко то же самое. И еще, если вам тяжеловато пристрачивать на машинке, вы можете просто вручную пришить тут по краешку стежком, приметать, чтобы получилось тоже такое ушко. Теперь что нам нужно сделать? Берем одну из деталей, вот такую, и отмечаем серединку, вот я уже отметила, и также в стороны расстояния, на которые мы будем прикалывать ушки, пришивать. Вы можете примерно сами либо отмерить. Я отмерила по 3 сантиметра от центра. Вот так вот получается меточки. И точно так же мы берем вот эту вот нашу деталь и отмечаем середину детали с одной стороны. Можно сразу и внизу, и вверху отметить середину, чтобы вы знали, где центр, чтобы потом вот и на этой детали тоже серединку, чтобы потом можно было ровно пристрочить. В общем, на одной стороне тоже отмечаем по 3 сантиметра в каждую сторону для ушек. И получается, нам нужно пришить ушко таким образом, чтобы вот эту переднюю часть пристрочить к этой детали, а вот эту заднюю пристрочить к этому прямоугольнику. Это будет сложно сделать, поэтому сначала обязательно приметайте ушки, чтобы ровнее получилось. Либо, если вам это тяжело делать, тогда, как вариант, просто приколоть ушки, сюда засунуть, вырезать ушко из поролона и оставить конец такой где-то примерно, и пристрочить обычной строчкой между слоями. Но ушко тогда не будет так стоять сильно. Если вам без разницы, тогда, конечно, можно вторым способом и сделать. Если вы хотите, чтобы ушки красиво смотрели, чтобы они стояли, то, конечно, придется постараться. Эта часть у нас сторона, это у нас передняя сторона, поэтому мы прикалываем лицом к лицу. Вот так вот. Если вам будет проще, тогда можно сделать так. Тогда измеряем наше ушко. Оно получается 5,7 у меня. Получается, отмечаем от этой линии тоже сюда 5,7, делаем отметку. В эту сторону тоже отмечаем 5,7. То есть либо просто приложите ушко вот так вот аккуратненько, и тут вот отметьте.
И на этой детали то же самое. Получается, соединяем детали лицом к лицу. Вот эти вот меточки мы соединяем в центральную. Вот эти вот, где начинается ушко. В общем, все меточки. Прострачиваем. Ну, примерно вот отсюда начиная. Здесь оставляем место для ушка. Далее опять прострачиваем и оставляем место для ушка. И потом уже вставляем туда внутрь ушка. И аккуратненько приметываем и пристрачиваем. Либо можете отдельно. Сначала аккуратно пристрочить переднюю деталь, а потом заднюю деталь, и потом уже сострачивать между собой, как вам удобнее. Я, наверное, буду сначала к одной пристрачивать, потом ко второй, потом уже. Вот я вручную приметала вот эту вот часть к передней детали. И теперь пристрачиваем на то расстояние, которое мы оставляли для припуска. Я оставляла сантиметр. В общем, ориентируйтесь на строчку, которую вы прокладывали, когда пришивали кант. Вот на сантиметр по передней стенке. Аккуратненько так отгибаем и пристрачиваем. Тут главное не спешите, шейте очень медленно и аккуратно. Теперь точно так же мы прикалываем и приметываем только к задней нашей детали, прямоугольнику. И тоже аккуратненько так пристрачиваем к одной стороне. Ну вот, получается, я тоже сначала совместила центр, сколола. И приметала к вот этой задней части, прямоугольнику, одно и второе ушко. И прострачиваем теперь вот этого краешка по передней части. Тоже на сантиметр, либо настолько, сколько вы оставляли припуска. Еще очень важный момент, когда будете пришивать ушки, ставьте строчку поменьше, где-то примерно 2 миллиметра. Можете даже прострочить несколько раз, потому что ушки это такое будет слабое место, если дети будут за них дергать, чтобы они не оторвались нечаянно. Поэтому либо несколько раз пройдитесь, либо ставьте поменьше строчку. Вот так вот в итоге получается. И внутри можно будет вставить поролон. То же самое и второе ушко. Аккуратно точно так же пришиваем. Когда мы пристрочили ушки, можно дострочить вот здесь вот посерединке и проверить, конечно же, ушки. Все ли ровно, все ли хорошо, не нужно ли чего-то распарывать. Может, кант немного по строчку зашел. В общем, внимательно посмотрите. Итак, и дальше мы должны соединить
эти детали, переднюю и вот эту основную прямоугольник. Вы можете сколоть булавками, но я советую приметать, так как на низ мы будем пристрачивать молнию, и нужно, чтобы все было идеально ровно. Поэтому вот так вот аккуратненько совмещаем края и сметываем. Так вот у нас в итоге получается, когда мы приметали. Внизу вот здесь вот на этой детали тоже не забываем отметить серединку, чтобы ориентироваться, как пристрачивать, где середина. Вот так вот у нас должны вот эти швы у нас должны сойтись. Можно пристрачивать, только я советую, чтобы потом в дальнейшем было легко пристрачивать замок. Где-то можно даже отметить себе карандашиком метки, вот не дострочить до конца. Ну, по сантиметра 4-5 от центра. А остальное вот идем отсюда аккуратненько. Не забываем, чтобы уголок ровно лежал. И прострачиваем до ушка. Вот здесь. Потом серединку, если не прострочили. Прострачиваем, тут вот нащупываем аккуратненько вот ушко, либо ориентируемся на строчку. Вот отсюда, где заканчивается ушко, и до ушка. И потом опять вниз и до меточки. Потом, когда пристрочим, таким же образом мы прикалываем, приметываем и пристрачиваем эту деталь. Не забываем тоже отметить, проверить, чтобы у нас везде середины были отмечены. Здесь середина этого прямоугольника, вот здесь серединка, и внизу тоже отмечаем серединку. Вот так. Потому что если без меток, то может перекосить. Еще все-таки тоже настаиваю, чтобы вы приметывали, а не прикалывали, потому что когда вы приметываете, пусть вы потратите больше времени, но зато изделие будет намного аккуратнее. При булавках тоже может быть перекос небольшой. А тут вы приметали, и вы видите сразу, что все швы сходятся, все можно пришивать, пристрачивать. Поэтому лучше приметывайте. И пристрачиваем сейчас. Также пристрачиваем на ширину припуска, то есть на сантиметр. Когда строчили, проверяем также, что у нас получилось. Все ли ровно, нигде ли не попал кант под строчку. Все, и точно так же приметываем и пристрачиваем заднюю деталь. В итоге, когда мы прострачиваем, у нас получается такая одна цельная деталь пуфика. Вот эти вот швы я сразу загладила на изнаночную сторону, чтобы было все ровно. Так вот проверяем. Вот где наша серединка, тут мы отмечали. Вот так вот и аккуратненько заутюживаем. И тут тоже проверяем со всех сторон, чтобы было у нас одинаково и все ровно, чтобы шов у нас сошелся. И теперь нужно пришить молнию.
Молнию лучше берите на всю длину изделия, то есть низ у нас будет 50 сантиметров. Можете брать любую, потайную, либо обычную, тут разницы нет. Удобнее, конечно, будет пришивать разъемную молнию, но тут на ваше усмотрение. Я буду использовать потайную молнию. Вот у нас лицевая сторона потайной молнии. Вот это вот зубчики, это изнаночная. Нам нужно аккуратненько заранее отмечаем, так вот складываем, отмечаем серединку. И здесь также находим, отмечаем середину, чтобы у нас молния была ровная. Аккуратненько разравниваем, чтобы было удобно нам пришивать. Прикладываем молнию. Получается лицом вниз. Она должна располагаться у нас ровно посерединке. Аккуратно прикалываем булавками. Смотрим так, чтобы середина у нас совпадала. Постоянно проверяем. Также молнию лучше приметать, чтобы она на всякий случай не съехала. Либо, если вы хорошо умеете пришивать молнию, можно сразу пристрачивать. Так вот с одной и со второй стороны. Либо можно сначала приколоть и приметать к одной стороне, а потом уже ко второй стороне. Как вам удобно. Я приколола к одной стороне, мне так удобно. Расстегнула молнию и сейчас лапкой для пришивания молнии буду пришивать. Потайную молнию удобнее так вот чуть-чуть отгибать, чтобы меньше было ее видно. Я буду пришивать вот такой вот лапкой двухрожковой. В комплекте обычно идет вот такая. Мне и не очень удобно пришивать, потому что нужно постоянно менять направление. Это мне удобнее всего. Как я уже говорила, чуть-чуть отгибаем молнию и прострачиваем, если у вас потайная. Теперь застегиваем молнию, если вы делали как я. И аккуратно совмещаем также вот эти вот метки в середине и прикалываем к этой детали. Потом точно так же расстегиваем и пристрачиваем. Вот так вот должно получиться. Выворачиваем проверяем, все ли нормально. Теперь выворачиваем обратно наизнанку и аккуратненько дострачиваем до нашей линии вот таким вот образом. Вот до сюда можете с этой деталью пристрочить, можно не пристрачивать. И также еще можно вот так вот чуть-чуть подстрочить буквально сантиметр с одной стороны и со второй, по желанию.
Так получается. Вот это вот можно лишнее отрезать с одной и со второй стороны. Можно выворачивать на лицевую сторону. Чехол наш почти готов. Сзади можете украсить помпоном, либо любым хвостиком. Я сделала вот такой вот помпон. Ссылку на видео, по которому я делала, я оставлю в описании под видео. Только по тому видео, которое я оставлю в описании под видео, там получается помпон вот такого размера. Видите, насколько он больше? Автор того видео подробно рассказывает, как, что делать. Говорю сразу, у меня диаметр вот этой вот детальки 10 сантиметров. Вот такой получается. И вот из него получился такой помпон. Можно его пришить в конце, можно пришить сейчас. Также нам нужно вырезать и вставить детали ушек из поролона. Итак, для ушек я буду использовать поролон. Поролон у меня 2 сантиметра шириной. Можно взять любой. Почему именно поролон? Потому что поролон, он, когда будет внутри ушек, он не будет скользить. Он, наоборот, шершавый. Я бы сказала, его не очень легко-то и вставить изделие, но зато он не будет постоянно там из ушек вылазить. Я примерно по размерам уже сшитого ушка его приложила и вырезала вот такую вот деталь уха. Чтобы вам было легче ориентироваться, я сделала таких размеров. Высота 35 сантиметров. Вот здесь, где самая у нас широкая часть, 7 сантиметров. И низ 2 сантиметра. И чтобы вот эти вот острые края у нас не торчали, я тоже их вот так вот аккуратно срезаю. Вот такие ушки у нас должны получиться. Ушки уже можно вставлять. И, в принципе, если вы не будете шить внутренний чехол, то можно наполнять наполнителем. Но этого не практично, поэтому лучше использовать дополнительный чехол, потому что эти шарики, этот наполнитель пенопластовый, они очень статичные, и они просто разлетаются везде, где только можно. Поэтому нереально будет их вытащить, постирать, к примеру, чехол и обратно их. Это мучительно. Поэтому из любой ткани, главное, чтобы она не просвечивалась, нужно будет еще делать чехол. Сейчас мы будем его делать. А сейчас ставим ушки. Как я уже говорила, ушки будут не очень легко вставляться, но зато они не будут вылазить. Вот так вот это примерно выглядит. Второе ушко точно так же вставляем. Аккуратненько разравниваем. И все. Вот такие вот ушки получаются. Также я уже пришила хвостик. Хвостик, кстати, я делала... Можно из пряжи делать. Я делала из вот такой вот нить для ручного вязания рукоделия. 100% полиэстер. Тут такие ниточки, они распушились. И такой хороший получился хвостик. Итак, теперь мы должны приступить к пошиву внутреннего чехла, непосредственно который мы будем наполнять. Размер мы делаем детали точно такие же, только без припусков уже. То есть эту деталь мы вырезаем переднюю без припуска. Вот эту деталь. Потом мы измеряем обхват этой детали. И исходя из этого, это наша ширина
такого уже прямоугольника. И также прибавляем 2 сантиметра на припуске, которые мы будем сшивать низ. И здесь у нас будет 50 сантиметров. Ушки вырезать не надо, но нам нужно будет сделать дополнительный такой кармашек. Можно сделать по размеру ушек, можно сделать просто вот такой вот круглый. 2 детальки такие вырезать, чтобы спрятать концы наших ушек, которые вот здесь внутри. Вот эти вот, потому что иначе они тогда будут выпирать на передней стенке и будет не очень красиво. А так они будут в этом кармашке, там наполнители, и здесь будет все ровно и красиво. И также желательно вот эту вот деталь тоже сделать на молнии, только молнию вшить небольшую, небольшого размера, сантиметров 10-15, ну может 20, чтобы периодически было легко наполнять наполнителем, этими шариками, потому что, как я уже говорила в начале видео, этот наполнитель пенопластовый, он в процессе эксплуатации немного сжимается, уменьшается в размере, пуфик становится рыхлый, поэтому периодически нужно досыпать наполнитель. Внутренние детали вырезайте из любой ткани, можно из белой, можно из специального спанбонта, можно и из любой цветной. Главное только условие, чтобы оно не просвечивало через нашу основную ткань. Если у вас, допустим, какой-то яркий рисунок, то можно, допустим, сделать изнанку, если у вас другой ткани в наличии нет. Ну, оптимально, конечно, использовать белую. Тут на ваше усмотрение. И вырезаем 2 таких детали. 1 прямоугольная деталь 50 сантиметров. И плюс еще измеряем окружность. Плюс 2 сантиметра. Я вырежу и покажу вам детали. Детали я подготовила для внутреннего чехла из ненужной ткани. Получилось у меня размер прямоугольника 106 сантиметров на 50 сантиметров. Также вырезала 2 детальки для вот этого кармашка, для кончиков ушей. Он у меня высотой 20 сантиметров и шириной 16 сантиметров. Можно сделать квадратный, на ваше усмотрение. И размер тоже не обязательно такой же делать. Итак, на всех деталях мы отмечаем середины. Начну с маленьких этих. В общем, на всех деталях отмечаем середины. И когда мы уже отметили на всех детальках середины, можно застрачивать детали. Кармашек у нас должен быть внутри. Начнем с этого кармашка. Пристрачиваем точно так же, как и с ушами. Так вот, середину. Соединяем серединки на прямоугольнике нашем и в этом кармашке. И здесь то же самое. Соединяем серединки. И пристрачиваем на сантиметр, либо на ширину лапки. Далее мы берем эти детали и скалываем вот этот наш внутренний кармашек. Скалываем и прострачиваем. Теперь точно так же, как и с ушками, мы вот таким образом от этой строчки прикалываем и пристрачиваем, оставляя тут примерно пару сантиметров, если вы будете пришивать молнию.
Также, чтобы было ровнее, желательно приметать. И заднюю стенку просто мы пристрачиваем, совмещаем середины. И как и основную часть пуфика также прострачиваем. В итоге вот такой вот тоже чехол получился. Если вы делали без замка, тогда оставляйте просто расстояние где-то сантиметров, тоже около 15, и через него будете набивать. Но еще раз говорю, лучше молнию сделать, потому что все равно придется достаточно часто донабивать. В зависимости от того, как часто будет использоваться пуфик. Вот таким вот карманом. Карман я немного перепутала стороны, но не важно. То есть главное, чтобы он был. Теперь можно наполнять наполнителем пенопластовыми шариками. Показывать, как это делать, я не буду. Я оставлю видео, по которому у меня отлично получилось наполнить. Отличный способ. Там подробно в этом видео все объясняется, как сделать так, чтобы шарики не рассыпались, чтобы не везде не валялись, и достаточно это делается просто и быстро. И еще я рекомендую, прежде чем набивать, вставить сначала чехол вовнутрь, потому что когда мы набьем, чехол будет очень тяжело туда засовываться. То есть потом, когда в процессе эксплуатации, если вы, например, захотите постирать внешний чехол, к этому времени уже внутренний наполнитель подусядется. И внутренняя вот эта вот деталь наполненная, она нормально вытащится. Потом, когда вы, например, постираете, погладите верхний чехол, засунете туда чехол внутренний с наполнителем, и потом уже тоже, когда уже он будет внутри, тогда уже набиваете, чтобы он был плотный, такой прям хорошо плотный. И когда засовываем, аккуратненько ушки сюда, в этот кармашек мы засовываем. Хорошенько расправляем, чтобы все ровно было, потому что когда будем наполнять наполнителем, это будет не очень легко сделать. Поэтому сразу хорошенько закрепите, расправьте, и все, через отверстие это уже наполняем наполнителем. Я когда наполню, я уже вам покажу итоговый вариант. Вот так вот выглядит этот наполнитель. Как видите, он очень статичный. Это обычные пенопластовые шарики. Вот такие. В принципе, можете попробовать использовать и холофайбер в виде шариков и также постоянно набивать. Но все равно он будет слишком мягкий, он не будет держать форму. Также, возможно, вы знаете какие-то другие наполнители, которые можно использовать в пуфиках, в креслах, мешках, поэтому тут на свое усмотрение. Вот такой в итоге получается пуфик, ушки. Ушки, когда будете наполнять, смотрите, чтобы они там были поглубже, чтобы вот эта передняя стенка, вот она была без бугорков. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если не подписались, и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. До встречи!